Друзья, всем привет! С вами Вероника Никитенко и Центр Алхимия. Давайте сегодня снова поиграем с картами Таро и с полем. Поиграем со своим воображением на самом деле, потому что сегодня будем смотреть расклады в двух вариантах на тему, с кем у вас скоро будут отношения. Что это за человек? Что у этого человека происходит? Знакомы вы или нет? В общем, выбирайте два варианта. Первый вариант – красный шарик. Второй вариант – белый шарик. Работать будем на колоде Таро метапосланий. Клацайте в тайминге на тот вариант, который вам нравится больше всего. И давайте начинать. Итак, все, кто выбрал вот этот красивый первый вариант, мы его положим вот сюда. Этот шарик пока уберем, чтобы он нас не смущал. И давайте смотреть. Так. Начнем с первого вопроса. С кем у вас скоро будут отношения? Что это за человек? Так, и у нас выходят вон какие интересные карты. Принцесса кубков, башня, выходит двойка мечей. Я бы сказала, что это будет человек... Именно такой, о котором вы, судя по всему, всегда мечтали. Принцесса кубков, вернее, у нас тут и не принцесса мечей, принцесса кубков. Принцесса кубков символизирует человека, который в буквальном смысле явился как воплощение вашей мечты. Как нечто такое очень теплое, обволакивающее. Человек, который умеет себя подать в обществе. Человек, который очень обходительный, очень галантный, если мы говорим о мужчине. Если мы говорим о женщине, то это женщина, которая умеет очаровать, которая делает это очень легко и ненавязчиво, которой не надо прикладывать усилия в принципе для того, чтобы понравиться, потому что она ведет себя очень естественно и очень красиво. И, судя по всему, явление этого человека в вашей жизни потрясет вас настолько, что даже в каком-то смысле вы останетесь в состоянии такой вот внутренней немножечко дезориентации. Судя по башне и по двойке мечей. В общем, если говорить еще о характере этого человека, то я бы сказала, что это человек, который потрясает вообще в принципе воображение, в хорошем смысле этого слова. То есть он может быть совершенно обычным, да, совершенно вот какие-то привычные нам стандарты красоты, может быть, даже не будет внешне что-то такое цепляющее глаз, но от внутренних каких-то вот состояний этого человека будет исходить, скажем так, сияние. То есть человек сразу будет приковывать к себе внимание. Это человек, который уже сломал не одно копье в своей жизни, уже не раз обжегся или обожглась. Это человек, который очень цельный. Это человек, который точно понимает, чего хочет человек, который не торопится, человек, который умеет вовремя сказать «нет». И человек, судя по всему, достаточно... уверенный в себе и в своих предпочтениях, уверенный в своем выборе. То есть неважно, мы говорим о мужчине или о женщине, здесь история про то, что если человек кого-то увидел, кто-то ему очень сильно понравился, с кем-то он захотел вступить в отношения, то этот человек не будет размениваться на мелочи и не будет себе искать запасные варианты, не будет искать себе новую женщину или нового мужчину. Он будет концентрироваться именно на том партнере, с которым он сейчас познакомился или познакомилась, и с которым ему интересно идти дальше. Зададим коварный вопрос. Знакомы ли вы сейчас, в настоящий момент времени, или вообще, может быть, будет ли этот человек, который вам знаком? Принцесса Жезлов говорит сразу нам, что нет. И девятка кубков вторит ей. Это будет новый человек, с которым вы еще не встречались. Это будет человек, который, скорее всего, вот для вашего общества, для вашего места жительства, может быть, или для вашего окружения будет новым. Может быть, этот человек приедет или недавно приехал жить в ваш город. Или, может быть, вообще, в принципе, живет куда-то далеко, ну, где-то, вернее, далеко. Но так или иначе будет появляться, может быть, в том месте, в котором вы живете. То есть здесь точно кто-то незнакомый. Либо это по принцессе какое-то будет знакомство такое, знаете, вот связанное
ну, просто с обычной будничной деятельностью. Не то, чтобы там человек целенаправленно или вы искали целенаправленно кого-то с кем-то познакомиться. Здесь будет какое-то стихийное знакомство. Причем и вы, и ваш партнер, вы будете заниматься, ну, жить свою жизнь. Как будто просто жизнь сведет сама вас куда-то. Ну, то есть, опять же, как вас сведет? Этот человек к вам придет. Этот человек придет к вам в вашу жизнь. То есть, может быть, вас где-то встретит, подойдет о чем-то поговорить. То есть это любые могут быть совершенно ситуации. Но просто ваша жизнь, она будет такой, какая она есть обычно вот всегда. А человек, с которым вы будете познакомиться, в вашу жизнь придет откуда-то. И причем придет, опять же, повторюсь, не целенаправленно ища каких-то знакомств, а просто так сложатся жизненные обстоятельства. И давайте попробуем сейчас посмотреть, что прямо сейчас у этого человека происходит в жизни. Вот сию секунду, что там есть интересного. И у нас выходит туз пентаклей, у нас выходит папа, и у нас выходит тройка пентаклей. Смотрите, какие хорошие карты. То есть, во-первых, в жизни у этого человека все хорошо и все стабильно. Очевидно, человек очень хорошую имеет работу, имеет хорошую репутацию, имеет авторитет, умеет правильно обращаться с деньгами, умеет правильно обращаться со своими желаниями. Если какая-то возможность представилась или чего-то захотелось, какая-то появилась цель, то человек начинает эту цель воплощать в жизнь, то есть предпринимать какие-то активные действия для того, чтобы это сделать. И прямо сейчас у человека стоят очень злободневные вопросы. Злободневные какие? Я хочу начать больше зарабатывать, увеличить как-то хочу свой доход. И я, безусловно, хочу решить вопросы со своей личной жизнью. Так как папа у нас это аллегория брака, хорошего очень брака. В каком-то смысле это история благословения Божьего, да, Божьей благодати. То есть здесь история про то, что я очень хочу встретить свою женщину или своего мужчину, то есть спутника или спутницу жизни, с которым я смогу уже потом совместно строить свои реальности. То есть сейчас у этого человека все хорошо. Сейчас человек занимается решением каких-то рабочих финансовых вопросов. Скорее всего, новая какая-то деятельность, большая. Какое-то, не знаю, повышение по службе, может быть, какой-то новый проект большой, если человек занимается, работает на себя, развивает свой бизнес. То есть здесь какое-то, может быть, даже новое образование, которое недавно было получено, и сейчас человек занимается практической деятельностью. То есть эти навыки применяет в своей жизни, в своей профессии. Вот. Что еще у этого человека сейчас происходит в жизни? Ну, жизнь, очевидно, меняется. Смотрите, вот был у нас человек свободный, да, а от свободы человек переходит уже к каким-то брачным отношениям. То есть тут ощущение такое, что человек уже насытился своей свободной жизнью, тут много чего изменилось, может быть, даже место жительства у кого-то поменялось или вот-вот изменится. Здесь человек настроен абсолютно свою жизнь переиначить. Уже с учетом прошлых ошибок, с учетом прошлого опыта, человек хочет создать новую какую-то свою жизненную историю, настроен или настроена очень решительно, предпринимает огромное количество усилий и занимается своей жизнью. Я не могу сказать, что какая-то ведется активная социальная деятельность. Здесь, скорее всего, по большому счету, человек чаще пребывает один, чем с людьми. Не вижу близких, особенно друзей. Десятка жезлов очень здесь характерно так показывает нам устремление человека. То есть мне комфортно, когда я один или когда я одна, нежели когда меня окружает много людей. То есть здесь человек общается только с близкими, с очень близкими людьми и большую часть времени проводит сам с собой или сама с собой. То есть занимается устройством своей жизни. Вот. Далеко ли этот человек сейчас от вас находится? Давайте смотреть, далеко ли. И у нас тут десятки кубков пара, и здесь пара, и здесь смерть. Какая интересная история. Здесь у нас тоже все рядышком, и все преобразовывается. Я бы сказала, что нет. Этот человек не очень далеко находится от вас. Скорее всего, вы проживаете в одном городе, может быть, даже в одном районе. Здесь ощущение, что сейчас у этого человека, вероятнее всего, будет как раз-таки вот процесс по смене места жительства, потому что то место, в котором человек жил, оно для него вот почему-то утратило свою
какую-то свою пользу. Может быть, кстати, здесь у кого-то был бракоразводный процесс, потому что тут у нас семья, здесь пятерка пентаклей, говорит, что все закончилось. Какая-то, может быть, была семья или были отношения, похожие на семейные, которые пришли к концу, неизбежному концу, да, говорит нам 13-й аркан. То есть люди пытались эти отношения наладить, но они вот как-то завершились. И сейчас, возможно, человек предпринимает усилия по переезду или, может быть, уже куда-то переехал или переехала. Но находитесь вы где-то в одном месте, судя по всему, то есть недалеко друг от друга. Вот. И у обоих из вас, наверное, какие-то одинаковые циклические процессы проходят в жизни. То есть жизненные кризисы, судя по этим картам, вы проходите в одно и то же время. То есть очень близкая какая-то синхрония наблюдается между вами. В общем, я считаю, что этот человек находится рядом с вами, где-то в зоне досягаемости вашей. Вот. Что вам дадут эти отношения? Ну, судя по всему, они однозначно успокоят вашу тревогу. Вообще, в принципе. Они дадут вам возможность понять, чего вы хотите и кто вы есть. Они дадут вам возможность переосмыслить все. Переосмыслить ваши тревоги, ваши страхи, вашу какую-то зацикленность, ваши какие-то отношения, в которых вы раньше, может быть, чувствовали себя заложником или заложницей ситуации. Они дадут вам возможность успокоиться. Успокоиться, перестать постоянно тревожиться, перестать постоянно ждать какого-то подвоха, загоняться в этом состоянии. Тут вот такое ощущение у меня, что в первом варианте находятся люди, которые имели отношения такие, где вы были всегда один или одна. Не было доверия внутри пары, не было доверия к человеку конкретно, с которым вы строили отношения. Постоянно было ощущение какого-то подвоха, постоянно вы оставались одним. Постоянно самостоятельно вы пытались понять, что же происходит между вами. То есть не было контакта глубокого. Человек, с которым вы раньше, или люди, с которыми вы раньше состояли в отношениях, они ничего вам не рассказывали о мотивах своих поступков. То есть мужчина мог внезапно пропасть, потом внезапно появиться. Женщина могла внезапно тоже отвалиться, потом появиться снова или демонстрировать вам какое-то пренебрежение, игнорить вас. То есть здесь очень тягостное внутреннее состояние и ощущение того, что вы до сих пор сейчас еще пока ждете подвоха от мужчины или от женщины. Вы боитесь вступать в отношения, вы сами целенаправленно не пускаете себя туда, потому что ваши страхи вас удерживают на месте. И вот эти отношения, по сути, вам дадут возможность осознать, что с вами было раньше, как вы раньше себя чувствовали. Что еще вам дадут эти отношения важного? Избавление от страхов. Избавление от страхов, ощущение покоя, ощущение удовлетворенности от того, что наконец-то у вас появился человек или человечица, как я говорю иногда, с которым или с которой вам комфортно идти по жизни вместе. Человек, который хочет того же, чего хотите вы. Человек, у которого есть такие же интересы и устремления, как и у вас. Человек, который не любит сидеть дома. Человек, которому интересно быть с вами всегда вместе, заниматься с вами какими-то делами. Видите, в шестерке пентаклей у нас здесь люди вместе. Они собираются в какое-то совместное путешествие. Жизнь им предложила, не хотите ли вы прокатиться? Как в той песне «Давай, красивая, поехали кататься». Вот, поэтому здесь отношения дадут теплоту. Вы больше не будете бояться в паре, вы больше не будете скрывать свои чувства, вы больше не будете пытаться убежать от своего партнера или от своей партнерши. Напротив, вы будете стремиться к тому, чтобы вы были всегда вместе. Чтобы в вашей жизни всегда складывалась такая ситуация, когда вам интересно вместе, когда у вас есть общие какие-то ценности, когда у вас есть общие взгляды, когда у вас есть общее совместное желание куда-то двигаться, идти вперед. Останетесь ли вы вместе навсегда, или же у вас будет кто-то другой потом? Я думаю, что, скорее всего, вот ваше знакомство, ваши отношения приведут действительно к формированию какой-то красивой, очень устойчивой пары. Я думаю, что никакого нового человека у вас не будет. Скорее всего, вы останетесь вместе. И, скорее всего, вы будете планировать вообще свою жизнь как-то совершенно иначе. То есть, когда вы станете парой, Шут говорит о том, что в жизни каждого из вас изменится все.
В буквальном смысле все. Начнется новая глава. В этой новой главе не все будет просто. Там будут какие-то сложности. Может быть, вы будете пытаться куда-то сбежать, да, от привычного окружения своего. Сбежать из своей, не знаю, страны, сбежать из своего города, сбежать от какой-то рутинной деятельности, рутинной жизни. Но здесь семерка кубков рассказывает нам историю о планировании маршрута, такого вот далекого куда-то, к глубоким звездам, где эти люди, сидящие в космолете, в общем-то, выбирают наиболее короткий и наиболее оптимальный маршрут движения. Поэтому я думаю, что здесь, скорее всего, для многих из вас никаких новых других людей не будет. Останется только этот человек. С этим человеком вы будете строить дальнейшие свои отношения, судя по всему. Причем я бы сказала, что здесь будет такая очень интересная история, когда вы достаточно длительное время будете, возможно, находиться на расстоянии друг от друга по какой-то причине. Кто-то из вас может уехать по делам, решать какие-то вопросы. И вот когда все это закончится, тогда вы уже осядете вместе и будете чувствовать себя хорошо и прекрасно. Вот. Что еще вам нужно знать о перспективах этих отношений? Что эти отношения будут сопряжены со множеством трудностей. Со множеством трудностей, со множеством каких-то переживаний, что эти отношения, наверное, станут для каждого из вас возможностью проявить свои наилучшие качества, возможностью, с помощью которых вы сможете и с другими жизненными задачами справиться, как-то вот преодолеть их. Здесь такое чувство, что в ваших отношениях может быть еще какой-то человек. Но еще какой-то человек — это не значит любовный треугольник, да, это может быть значит у кого-то родитель, который с вами, у кого-то ребенок взрослый, или, может быть, и не один ребенок здесь. Но будем ориентироваться именно на количество персонажей. Да? Тут у нас все-таки 3 людей, то есть тут какой-то еще есть один человек, с которым так или иначе связана будет ваша жизнь, ваши планы, ваше будущее. То есть в этих отношениях не все будет просто. Все равно будут какие-то переживания, но при этом эти переживания какого характера? Вот какие-то ваши действия, которые вы будете предпринимать, чтобы быть вместе, там как-то свою жизнь обустроить. Да? Опять же, у нас тут символический переход на другую сторону. Это победа. То есть здесь тема преодоления каких-то вот жизненных препятствий, может быть, каких-то жизненных обстоятельств. Вы не будете действовать обычным путем. То есть здесь такое ощущение, что вы будете какое-то время находиться в состоянии, когда вам надо найти новую дорогу. Потому что те способы, которые вы будете использовать, они не будут работать. Будут происходить какие-то внешние события, которые вас выбивают из колеи, которые заставляют действовать по-другому. Может быть, будут переживания как раз из-за некой пассивности, да, из-за ощущения беспомощности, что я не могу повлиять на обстоятельства, на обстановку и так далее. Но в конечном итоге король мечей и принцесса Пентаклей говорит, что вы сможете, и вы, и ваш партнер, победить какую-то свою беспомощность, в том числе разобраться с какими-то, может быть, прошлыми отношениями, потому что король мечей — это аллегория прошлого партнера. И перед вами откроются какие-то новые дороги. Новые дороги, которые дадут вам, видите, ключик лежит у нас туда, и новый дом, и новую работу, и деньги, какие-то новые жизненные реалии. Поэтому я думаю, что в ваших отношениях, конечно же, будет место немножечко для страданий и для трагизма, но в конечном итоге здесь история для вас решится позитивно, потому что и раненое сердце вы свое залечите, судя по жрице, и будет у вас ощущение, что все в жизни складывается так, как я хочу. Вот такая у нас получается история, ребята. Так что подписывайтесь на наш канал, заходите в наш Телеграм, ставьте лайки, возвращайтесь к нам снова. Пока-пока. Все, кто выбрал второй вариант, всем привет. Давайте смотреть вашу историю. С кем у вас скоро будут отношения? У нас
сразу раз и королева кубков. Это жезлов. Слушайте, такое ощущение, что второй вариант прямо-таки у нас тут красиво для мужчин. Сразу раскладывается, королева стартует. С кем у вас скоро будут отношения? Я бы сказала, с человеком, который немножечко запутался в своих отношениях, который очень хочет любить, быть любимым, который готов начать жизнь с чистого листа, причем не просто так начать жизнь, а именно намерен справиться или намеренно справиться со своими сложностями и трудностями. Человек, который в буквальном смысле погряз в своих планах жизненных и пока не видит возможности выйти из них, потому что они захватывают его или ее целиком. Здесь какая-то очень интересная разворачивается история, что человек, с которым вы будете в отношениях, сейчас, возможно, уже находится на какой-то стадии поиска самого себя или самой себя. Поиска, как мне реализовать свои желания, как мне встретить женщину, которую я буду любить, и которая станет моей женой, или как встретить мужчину, которому я могу подарить все те свои чувства, которые у меня есть внутри. Знакомы ли вы с этим человеком в настоящий момент времени? Знакомы ли вы с этим человеком? Так, у нас тут 8 кубков и 10 кубков. Слушайте, у меня складывается странная история. Здесь королева у нас вышла кубков, здесь вышла 10 кубков. Такое ощущение, что вы с этим человеком уже знакомы, что факт самого знакомства уже здесь состоялся. Более того, факт знакомства состоялся, наверное, в таких условиях, когда вы или человек, с которым вы познакомились, покинул свою жизнь, вот как она есть. Здесь человек на каком-то этапе, или тот, кто уже находится в отношениях, или тот, кто уже вот-вот будет в отношениях. Не знаю, что сказать. Какая-то странная история, но мне кажется, что вы уже знакомы здесь. 8 кубков и 10 кубков говорят уже об объединении. Тут 2 человека уже объединились, уже есть какая-то сцепка. Я думаю, что здесь факт знакомства уже зафиксирован. Уже он есть. Уже он есть. Так, что у этого человека сейчас происходит в жизни? Давайте смотреть. Что раздрай полный происходит в жизни у этого человека, потому что работа не удовлетворяет, работа не приносит результата, человек очень самокритично относится к себе, очень сильно злится, постоянно как-то вот пытается что-то сделать, но из-за этой какой-то внутренней аутоагрессии, из-за этих переживаний вообще общих жизненных, видимо, ничего толком не получается, потому что очень высокий уровень какого-то накала и конфликта. Но что мне хочется сказать? Судя по 6 жезлов, находящейся у нас в серединке, перед нами, ну, прямо-таки боец. Видите, у нас все мужские фигуры, за исключением вот одной женской, которой мужчина отрубает голову. То есть это такая история. Если мы говорим про мужчину, то это мужчина, который пытается избавиться как раз-таки от своей пассивности. Если мы говорим о женщине, то здесь у женщины превалирует сейчас рацио. Настолько сильно мужская часть ее психики, что она в буквальном смысле не дает возможности ей быть женщиной. То есть это женщина, которая привыкла постоянно пахать. Если мы говорим про мужчину, то это мужчина, который разочарован в себе, может быть, в том числе, но при этом успешно как-то с этими разочарованиями справился и все равно пытается вот еще в своей жизни какие-то решить, может быть, проблемы, связанные с невозможностью достижения каких-то целей. То есть человек находится в активной стадии работы с собой, работы взаимодействия с этим миром. Что еще у этого человека сейчас происходит в жизни? С деньгами, ну, плюс-минус с деньгами все в порядке. То есть я не могу сказать, что здесь все как-то прям суперски так хорошо, потому что, видите, у нас и 10 здесь вышла, здесь 3, здесь король. Здесь такое ощущение, что человек деньги-то умеет зарабатывать, но какой-то денег этих у него нет. И здесь очень сильно меняется финансовая составляющая сейчас, в настоящий момент времени, пока вот это ощущение беспомощности, которое у человека может присутствовать, оно вот временное. Здесь уже открыты у нас новые двери. 10 мечей говорит о ритуале перерождения.
То есть все, что ты мог и умел делать раньше, все это закончилось. Перед тобой что-то открывается новое, но что пока ты еще не видишь и не понимаешь. То есть оно уже открыто, оно уже есть в жизни этого человека, но еще непонятно, что именно. Что еще происходит сейчас? Человек, видимо, готовится здесь к какому-то новому этапу в своей жизни сейчас. Очень активно так причем. Что еще у нас происходит здесь у загаданного человека в жизни? Ну, смотрите, какой красивый мужчина у нас тут. Король Пентаклей, принц жезлов и император. Здесь человек находится в ожидании, видимо, вознаграждения какого-то от своей работы, которую он потратит потом на улучшение своей жизни. Здесь человек находится в стадии реализации каких-то проектов, может быть, занимается как-то вот перенастройкой своей карьеры. Вот видите, все карты в большей степени, они такие карьерные, рабочие, про взаимодействие вообще с другими людьми и про ощущение своей собственной, в том числе, самоценности, да, как писал великий классик, тварь я дрожащая или право имею. То есть император говорит о том, что я право имею, и я этим правом буду, безусловно, пользоваться. То есть здесь такая история, которая раскрывает нам сейчас состояние человека, желание сохранить то, что у меня есть, желание приумножить то, что у меня есть, и желание покорить какие-то новые высоты. То есть тут какая-то активная новая выстраивается деятельность, она еще в процессе отстройки, потому что принц еще не едет, он ждет сигнала. Сейчас уже сигнал будет, и все, он держит уже поводья, и эти кони поскачут вперед. Поэтому здесь активная какая-то рабочая деятельность идет, прям вот такая очень серьезная. Так, далеко ли этот человек от вас находится или близко? Давайте смотреть, далеко или близко. И у нас принцесса Пентаклей, и у нас восьмерка жезлов. Далеко или близко. Я хочу сказать по этим картам, что, скорее всего, сейчас вы с этим человеком находитесь на некотором расстоянии друг от друга. Женщина у нас сидит в одном месте, мужчина посылает ей постоянно какие-то сигналы, что-то отправляет ей, что говорит о ней, говорит, ей говорит. То есть вот как-то так. Я думаю, что вы здесь в разных местах. Мужчина в привычной среде своей обитания, а женщина находится где-то не там, где находится этот человек. У женщины здесь какой-то новый этап жизни. Новый, к которому ей придется еще приспосабливаться. Поэтому я так думаю, что вы вот прям сию секунду вы не вместе точно. Если даже здесь люди знакомы, если даже вы уже находитесь на какой-то стадии знакомства, вы не вместе. Если вы еще не знакомы, что в принципе тоже может быть в этом раскладе, потому что восьмерка кубков у нас тут еще едет, да, она еще не долетела, она в процессе, то есть это знакомство может совсем скоро состояться, у многих даже к концу года или там к концу месяца. Сейчас мы смотрим, вернее, я записываю этот расклад в ноябре, то есть, соответственно, у нас здесь ноябрь — это конец года, десятка как завершение периода. Но если вы смотрите не в конце года, а в какой-то другой период времени, то здесь может быть условно конец года, конец года все равно. Конец начала года, вот так. В контексте этих двух карт конец начала года. Поэтому я думаю, что вы не вместе сейчас. Эти карты говорят, что вы не рядом, физически вы не рядом. Что вам дадут эти отношения? Для вас что они дадут? Возможность, безусловно, исправиться, хорошо, пусть будет так. Возможность исправиться, возможность избежать и убежать от того, что вам причиняет беспокойство, выйти из состояния какого-то дискомфорта. Эти отношения дадут вам возможность посмотреть на себя со стороны. Кто вы? Как вы можете существовать? На что вы способны? Что внутри вас есть? Эти отношения дадут вам возможность увидеть ваши желания, ваши потребности, в том числе со стороны. Эти отношения дадут вам возможность начать в вашей жизни жизнеспособный, вот так прям скажу, этап, да, то есть посадить эти маленькие саженцы деревьев, за которыми вы будете впоследствии ухаживать, из которых вполне возможно вырастут какие-то огромные, большие, красивые, раскидистые деревья. Видите, он высаживает здесь деревья в пустыне. Более того, скажу, что карта двойка жезлов — это автопортрет художника Глеба Свешникова. На этой карте он изобразил сам себя. Вот, поэтому здесь история того, что эти отношения дадут вам мудрость, житейскую мудрость.
Мудрость справляться со сложностями, мудрость избегать сложных ситуаций, мудрость находить решения в сложных каких-то ситуациях. Они дадут вам возможность почувствовать себя человеком взрослым, человеком сознательным, человеком, который может в этой жизни что-то сделать. Что еще вам дадут эти отношения? Эти отношения дадут вам возможность как-то вот немножко проявить себя, сделать то, чего вы хотели давно, то, о чем вы мечтали, то, чего вы боялись, то, что вам запрещали другие люди. Какие-то люди, может быть, не то, что даже запрещали, а как-то вот нападали на вас, как-то вот в чем-то упрекали вас, злились на вас за что-то. Может быть, и вы, в свою очередь, тоже когда-то злились на других людей, что они там не понимают вас или что-то еще. Но причин для злости в пятерке мечей, как правило, нет, потому что ситуация, в которой попадает пятерошник, назовем его так, это та ситуация, которую он выбирает сам своими руками. То есть мы можем злиться или испытывать какие-то негативные эмоции, а можем просто отойти от того, что нам не нравится, или от того, что нам причиняет дискомфорт, не вовлекаться туда эмоционально, и, соответственно, изменится вся остальная история в нашей жизни. Поэтому я думаю, что здесь, в контексте, что вам дадут эти отношения, они кардинально вам дадут, прежде всего, личностный скачок. Они дадут вам возможность раскрыться, чувствовать себя человеком, который ничего не боится, не стесняется, не подозревает других людей в том, что они как-то вот, не то подумают, не то скажут. Да плевать я на вас хотела или хотела. Такой контекст. То есть вы точно вырастете в этих отношениях, потому что рядом с вами будет человек, судя по всему, тоже такой же, как вы, то есть подозрительный, осторожный, такой вот очень умеющий думать, но при этом вот вместе вы соединитесь и будете творить какую-то прекрасную историю. Останетесь ли вы вместе навсегда, или у вас потом кто-то будет еще другой? Давайте смотреть. У нас башня такая красивая. Дыдыщ сразу говорит нам. Я так думаю, исходя из башни, что, наверное, ваше знакомство и вообще все, что будет у вас происходить, огорошит вас. Это будет как гром среди ясного неба в буквальном смысле. Это будет какой-то вот период исцеления и восстановления после серьезных житейских каких-то кризисов, потерь, может быть, утрат. И я так думаю, что, наверное, смотрите, какая красивая история. Вот здесь женщина у нас смотрит на две галактики, они называются антенны. Вот у нас летит ворон, как символ провидения и так далее. То есть она видит, что там где-то творится какая-то жизнь. А здесь уже вот она у нас, собственно, планета, на которую прилетает мужчина, астронавт. Здесь стоит женщина, и она его встречает. Я так думаю, что здесь такая история, что, скорее всего, вы познакомитесь и как-то вот будете, не знаю, кто из вас будет смотреть друг на друга и изучать друг друга. Потому что звезда занимается своей работой повседневной, своей жизнью. А к ней прилетает новость, вот какая-то очень положительная, она что-то постоянно смотрит. То есть здесь история про то, что вы будете смотреть либо на своего будущего или будущую партнершу, либо ваш будущий партнер, партнерша будет смотреть на вас. А может быть, судя по двойке кубков, будете смотреть обоюдно, я не знаю. Но здесь история про то, что, скорее всего, никаких других партнеров у вас больше не будет. То есть вы встретитесь, познакомитесь и все. И произойдет такая вот история высвобождения, да, яйцетворение разбивается. То есть высвобождение, такое количество любви, энергии, какого-то вот влечения друг к другу, близости, комфорта, что никого другого будет уже не хотеться. Вам будет все нравиться там, где вы есть. Поэтому я считаю, что здесь никого другого не будет. Здесь в отношениях вы будете с этим человеком находиться. Причем в семейных, здесь семья у нас будет, семья, взрослая, осознанная, неизбежная, говорит справедливость, семья, потому что отношения, как многие любят называть, кармические. То есть здесь люди, которые уже что-то потеряли когда-то в своей жизни, снова их жизнь сводит, и они снова живут вместе. Жить будете отдаленно от всех остальных людей, у вас будет какой-то свой мир. Свой мир, в котором не будет места больше ни для кого. Вот такая история. На дне колоды шестерка кубков, в общем-то, как подтверждение моих слов про карму, да. То есть история про то, что вы в этих отношениях находитесь, наверное, уже не первый раз. Здесь тоже история про прошлое. Вот, поэтому такие у меня дела. Такая у меня тут интересная история. Так что я вам всем желаю удачи. Колода начинается с десятки пентаклей. Здесь уже у многих людей, может быть, даже есть семья или отношения. Вот. Так что берегите себя, подписывайтесь на наш канал, приходите в наш телеграм, там тоже интересно.
Пока-пока.